Каждый цент, он как бы на счету. Те, кто выживут в 2023 году, их ждет такой, скажем, хороший подъем в 2024. Большая часть тех программных решений, которые мы внедряем, оно окупается. Лучше вести полноценную страницу компании. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Алина, компания Pixel.co. Алина, привет! Привет всем! И мы планируем поговорить сегодня об траковом бизнесе, об влиянии маркетинга в траковом бизнесе и IT-составляющей в том числе. Вы застали тот период, когда в 2018 году у всех перло и было очень много заказов, все выставляли максимально большие чеки на заказы, Да. все траки закупали, взлетела цена на трак. Вы этот период застали, да? Да, абсолютно. Вот тот период и сейчас, как вы себе видите, вот, допустим, если говорить о привлечении водителей в траковые компании, то что поменялось в этом вопросе? Во-первых, оффер у траковых компаний радикально поменялся. Ты знаешь, в 2018 году мы делали на company водитель оплата $1 per mile. То есть company водители платили $1 за милю. А сейчас средняя цена, то есть оффера у траков, это 60 центов. Если водитель с хорошим опытом, с чистым бэкграундом, 65 центов. Уже даже 70 практически ты редко когда у компании увидишь. И, конечно, и сама структура привлечения, она тоже изменилась. То есть Instagram, Facebook, Мета, они тоже меняют свои условия для продвижения вообще любого бизнеса, в частности, тракового. То есть лиды до этого, они стоили дешевле, чем сейчас. То есть Facebook, можно сказать, повысил свою стоимость. Плюс еще офферы компании, они также пошли вниз. Естественно, сейчас намного сложнее привлечь водителя, чем в 2018 или даже 2019 году. А как насчет программного обеспечения для тракинга? Как у вас заказывали в 2018 году и как сейчас заказывают программное обеспечение? Насколько оно поменялось? Все, что экономит деньги и позволяет зарабатывать больше, стало актуально, а все, что когда-то там было идеей, мечтой и фантазией собственника бизнеса, это все отложили, потому что каждый цент, он на счету. И вот мы начинаем делать уже проекты, связанные с оптимизацией расходов на топливо, или мотивацией водителей, или какие-то системы, которые позволяют сделать процесс, например, хайринга, процесс найма без участия людей. У нас есть, скажем так, решения, которые полностью автоматизируют процесс всей воронки. То есть, условно, вы как диджитал-агентство привлекаете клиента в воронку, водитель заходит, проходит какой-то квиз, далее ему предлагается заполнить application форму, и он это все заполняя, полностью дает все данные компании, то есть HR-департамент получает готового, теплого водителя, который выйдет на работу в ближайшее время. Вот это все вышло на передний план, а программы-игрушки, назовем это так, они ушли на задний план, потому что никому это сейчас не надо. Слушай, сразу отсюда вопрос. А тестировали уже эти программы, которые, например, исключают человеческий фактор? Насколько водитель, он идет вообще на контакт? Или все-таки ему хочется услышать человека, чтобы его убедили, с ним пообщались? То есть какой результат дает? Но у нас нету аналитики по поводу того, скажем так, если с человеком или без человека, то где выше конверсия. Вот мы это не отслеживаем. Хорошо, а по сумме получается, если мы рассматриваем зарплату HR, и покупку этого программного обеспечения, то есть в финансовом эквиваленте, получается, программное обеспечение у нас выгоднее, чем платить зарплату HR. Мы так для себя высчитали, что если компания имеет где-то от 100 водителей, от 100 и более, то большая часть тех программных решений, которые мы внедряем, оно окупается за год-два. Если мы говорим о компаниях 30, 50 и так далее, то для них не настолько актуальна разработка именно собственного софта, потому что экономически оно плохо окупается. То есть человек может быть
гораздо выгоднее, чем какие-то автоматизированные решения. Ну и плюс, опять же, вы же тоже видите, что большое количество траковых компаний, особенно тех, которые выходцы из стран СНГ, они, как правило, делают бэк-офис где-то там Молдова Да-да-да, и так вот. далее. То есть они вот стараются аутсорсить все то, что можно аутсорсить. Естественно, зарплата там того же HR или бухгалтера или кого угодно, там, не знаю, этого диспетчера в Украине гораздо ниже, чем в тех же Штатах. Поэтому Абсолютно, конечно. Также и Киргизия, и Узбекистан, ну, та же схема абсолютно, верно. То есть компании стараются менеджерский состав, руководящий состав держать в Соединенных Штатах, то есть именно такие люди, руководящие профессионалы, а основные отделы на аутсорсе. какие стратегии диджитал-агентства, например, ваши, применяют для привлечения водителей в траковые компании? Вот что конкретно вы делаете, чтобы водитель пришел именно в эту траковую компанию, а не в другую? Но основная стратегия – это убедить потенциальную аудиторию, в частности, трак-драйвера, в том, что эта компания не просто, что она в первую очередь надежная, что у нее приятные условия труда, что ему действительно будут платить, что к нему не будут относиться как к номеру, знаешь, вот это вот их болезнь, то, что когда, особенно, чем крупнее компания, тем к ним больше такое отношение потребительское, да, вот, чтобы было какое-то уважение, чтобы не было вот этого прессинга от диспетча. И то есть мы раскрываем компанию через социальные social media, то есть показываем ее изнанку, как они работают, кто там работает, то есть навязываем людям преимущества этой компании в первую очередь. Ну а потом уже настраивается таргетированная действительно реклама, которая непосредственно гонит трафик. То есть эти лиды, заявки, звонки, смс-ки для этой компании. Но просто вот дать просто голую рекламу, ну, результативность будет гораздо хуже и меньше, чем ты прогреваешь аудиторию, рассказываешь, показываешь себя, раскрываешься перед ней и потом завлекаешь ее уже непосредственно на найм. Это гораздо то есть лид выходит тебе гораздо дешевле и гораздо качественнее, и с большим желанием люди идут именно к тебе. А если говорить об траковых компаниях, которые имеют свои каналы. Ну, к примеру, там Денис Панив, потом мистер Гела, тот же Тимур Мирзаев и многие-многие другие, они сейчас заходят на YouTube и начинают вести свои каналы. И вот на одной из конференций Денис говорил о том, что он сам себе маркетинг-директор, сам себе маркетинг-департамент, и, в принципе, вот тот канал, который он ведет, его достаточно для того, чтобы привлекать водителей. Как вы расцениваете эту тенденцию? Давно ли она наблюдается на рынке, что траковые компании ведут свои каналы? И существует ли некая конкуренция между аутсорсом и собственным каналом траковой компании? Продвижение своей компании через личность – это крутой шаг, абсолютно, потому что к твоей компании гораздо больше доверия, так как они видят тебя как руководителя, и они тебе как личности больше доверяют. Вот, это большой-большой плюс. Будет ли это как конкуренция? Ну, я это не считаю конкуренцией, потому что у нас есть клиенты с личными блогами, у которых свои траковые компании, и их блог идет как бы в дополнение продвижения собственного бизнеса. Вот. Буду ли я рекомендовать всем это делать? Нет. Потому что если у тебя нету, ну, как бы такой тоже способности быть медийным, то лучше этого не делать. То есть лучше вести полноценную как бы страницу компании, чем насиловать себя и заставлять себя вот, да, там, вести личный блог. А какие системы мотивации вы встречали, вот такие, которые вам прям зашли? Вот видите, что это системная работа по выстраиванию взаимоотношений между водителями компании, и она прям работает на высоком уровне. Да, давай, вот есть два клиента, которые на регулярной основе своих водителей, во-первых, они это все еще и показывают, ну, то есть демонстрируют. То есть когда каждый месяц, даже не только водители, вообще коллектива в целом, то есть каждый месяц идет такая серьезная бонусная система. То есть каждый месяц обязательно кто-то получает бонус за лучший гросс, там, и диспетчер, и водитель, за лучшие там мили, компании водителей, и диспетчер, и водитель. Устраиваются какие-то конкурсы внутри для объединения, там, фотоконкурсы, видеоконкурсы, это все, опять же, поощряется, оплачивается
даются призы. Делалось очень классное там здоровое питание. Победителям, кто демонстрировал то, что они действительно там питаются достаточно здоровой пищей, им дарилось всякие приспособления для трака, для готовок. И когда ты вот это все еще и демонстрируешь через социальные сети, через каналы, вот, медиапространство, и другой человек видит, блин, а как там круто, да, и здесь бонус дали, и тут дали, и вот здесь общаются, и здесь ценят, и здесь корпоративчик провели, там, да, собрали всех на пикник какой-нибудь, да, вот это все вместе посидели круто и классно, ну, конечно, он предпочет пойти в эту компанию. Да, смотри, есть на самом деле одна компания, которая дорожит своими водителями, сотрудниками, и они пришли к нам с идеей о том, чтобы сделать мобильное приложение для мотивации сотрудников. Оно максимально простое, оно заточено на самом деле на два основных действия. Первое – это документооборот, и второе – это непосредственно инспекции трака, груза, трака и груза, трейлера и так далее. Но помимо этих функций существует там некая система мотивации. То есть если человек высылает документы через это мобильное приложение, эти документы регулярно аппрувятся в той стороной, которая принимает, мы начисляем баллы. Если человек делает инспекцию через приложение, мы начисляем баллы в том числе. И плюс в мобильное приложение мы выводим статистику по количеству милей пройденных, по там, заработкам, по другим аспектам. И за счет этого водитель накапливает некую внутреннюю валюту, которую можно во внутреннем интернет-магазине обменять на какие-то плюшки. А если это там, не траковый equipment, то это могут быть там айфоны, AirPods и другие и более человеческие радости. Приложение интересное с точки зрения того, что мы даем водителям возможность, выполняя ту работу, которую они делают и должны делать, получать еще и дополнительные какие-то бонусы за это. То есть если структуризация работы, она более или менее понятна, да, для чего она, почему и кому это надо. То есть, а вот это вот прям интересненько, неожиданный такой вот софт. Нет, звучит очень круто. А вот у меня сразу вопрос отсюда. Вот смотри, если я как потенциальный клиент, да, вот я сейчас услышала, что есть вот такое чудесное приложение, я прихожу к тебе как заказчик. Это приложение будет адаптировано под меня, правильно? Но суть вы оставите. Или вы целиком полностью новое будете разрабатывать, или мы получим уже готовую версию. Как это работает? Ну, смотрите, вот конкретно в данном кейсе здесь компания пришла с проблемой, и мы предложили им решение. То есть мы, по сути, пропустив через себя эту проблематику, подумали, как это можно сделать, и вот прям предложили вариант реализации, что они могут внедрить для того, чтобы их водители выполняли свою задачу хорошо. Что касаемо того, как мы это будем физически делать, в некоторых случаях это разработка с нуля, а в некоторых случаях мы можем брать какое-то ядро системы и адаптировать под нужды конкретного клиента, конкретной компании. Но чаще всего это разработка с нуля, потому что мы как раз-таки на этом специализируемся. Вот кастомная разработка – это наш основной вид деятельности. То есть все, что мы делаем, обычно это с нуля. Как ты считаешь, существует ли дефицит водителей на данный момент, и как этот вопрос решается обычно траковыми компаниями? Так, если ты помнишь, где-то, наверное, это началось 2 года тому назад, если 1,5, то это был прям бум, когда все Tracking News писали о том, что нехватка водителей, то есть люди не хотят идти в эту профессию. Но это и понятно, то есть, что возраст, получается, трак-драйверов растет, то есть они стареют, естественно, да, то есть это возрастной ценз он повышается, а вот именно молодой приток, он сильно упал. То есть люди не хотят идти в эту тяжелую работу. Но мне кажется, это достаточно естественный такой процесс, потому что мир не стоит на месте, появляется очень много интересных и разнообразных профессий, и действительно новое молодое поколение, оно 1000 раз подумает, стоит ли ему идти в трак-драйвера или может ему пойти в айтишники, например. Айтишники. Ну вот, конечно, соответственно, действительно получился дефицит.
Плюс из-за этого дефицита компании в какой-то момент начали, опять же, предпринимать определенные действия и улучшать условия работы для своих водителей. То есть для того, чтобы конкурировать между собой и заманивать именно к себе. Кстати, именно благодаря этому, опять же, шортриджу этих водителей многие обратили внимание на маркетинг, что все-таки маркетинг помогает привлечь. И когда ты сидишь в тени, особенно вот если компания где-то 30-50 траков, они вполне могут даже не светиться ни в каких социальных сетях. Вот. И это тоже тот фактор, который заставил, прям вот, можно сказать, насильно заставил владельцев компаний смотреть новые каналы добывания лидов и привлечения водителей. То есть действительно, да, так что да, мы наблюдаем спад. Чем компании там, с 5 или там, с 10 траками можно замотивировать водителя, чтобы он пришел именно к ним? Ну смотри, тут очень хороший вопрос. Но опять же, все компании разные. Есть маленькие компании, такие семейные, назовем их, маленькие семейные компании, которые не растут выше определенной, это просто потому, что так комфортно. Комфортно самому владельцу. Не потому, что он не может вырасти, а потому что вот эти вот 30 траков – это его комфортная зона, у него все налажено, у него все отрегулировано, и компания приносит хороший доход для него самого, и при этом она удачно как бы функционирует на рынке. Так вот, в таких компаниях, как правило, более семейное взаимоотношения между сотрудниками. И иногда водители действительно предпочитают работать вот в такой стабильной, но маленькой компании, чем в крупной компании. Он будет знать лично владельца этой компании, он будет себя чувствовать комфортно и как в семье. Вот большая такая семья. Он будет знать всех своих коллег. Вот этим самым маленькие компании, они именно этим, ну и мы им помогаем именно вот на это давить, о том, что приходите в нашу семью. То есть здесь отношения совсем другие. И, кстати, это далеко не всегда, что эта компания не в состоянии платить бонусы. Они могут прекрасно оплачивать тоже бонусы своим ребятам, и отпуска, и подарки, и все в таком духе. Еще устраивать такие детские праздники для детей. Это тоже, да, то есть здесь зависит, да, от компании. Здесь не всегда маленькая компания, это значит хуже, чем крупная компания. А вы сталкиваетесь с NoCDL водителями? Да, у нас клиент – это пикап-траки, то есть траковая компания с пикапами, и у них же до определенного размера трейлера ты можешь NoCDL водить, этот трак. Вот. Конечно, легче находить ребят, которые без CDL, конечно, и гораздо больше. Да, но у нас клиент построил достаточно большой бизнес. Если ты помнишь, на конференции Дима, он вспоминал наш проект, который мы ему делали. Это кархолинговая компания, у них там несколько сотен траков, назовем это так. Он именно построил свой бизнес на NoCDL стратегии. Во-первых, проще водителей находить, во-вторых, маленькие пикап-траки, ну как маленькие, он может взять довольно много груза, тем более если это кархолинг, то там объем, скажем так, есть, а вес не такой большой, поэтому, собственно... Я тебе даже больше скажу, с учетом кризиса, который сейчас сложился в траковой индустрии, кархолинг выигрывает на фоне остальных там семи, там, траков, драйвенов, риферов, потому что, к сожалению, очень много кто банкротится, и машины нужно перевозить в большем количестве. Давай я кратко расскажу об этом продукте для кархолингов. Это траковая компания, они в Чикаго находятся, у них там несколько сотен траков. В общем, и мы делали некий инструмент, который включает в себя диспетчерскую, работу бухгалтера и водительское мобильное приложение. То есть водитель, будь то это owner-operator или водитель компании, он получает на мобильное приложение push-уведомление о том, что ему необходимо забрать такой-то груз в таком-то месте, он туда прокладывает маршрут, приезжает, дальше всплывающее окно он фотографирует в разных ракурсах автомобиль, подписывается пальцем на экране, что он этот автомобиль там загрузил, подписывает человек, который ему этот автомобиль передает, что там все окей, и
Далее он везет этот автомобиль. И на delivery он делает, по сути, то же самое. Он фоткает автомобиль еще раз, отмечает все то же самое, и получается, что у нас есть инспекция при погрузке, инспекция при выгрузке, и вся вот эта документация формируется в ходе выполнения работы над перевозкой. Так как этот продукт принадлежит напрямую клиенту, и они могут там любые настройки указать, он сейчас как раз-таки выводит его на рынок как SaaS-платформу, то есть это будет такая вот SaaS-платформа для привлечения других компаний в эту систему, чтобы, по сути, распространить этот программный комплекс не только лишь внутри своих водителей, а и среди других компаний, других водителей. Разные компании могут пользоваться этим софтом за определенную плату, например, в месяц, правильно же? Да, именно так, именно так. А сейчас мы делаем полностью fleet management, сейчас мы делаем, у них появился шап, мы добавили туда полностью все инвентарь, запчасти, вот все, что связано с шапом, и далее они сейчас делают несколько витков развития этого программного продукта, там будет и GPS-мониторинг, и много-много других классных плюшек, то есть о которых пока рано говорить, но процесс уже идет. А как вы находите этих своих потенциальных клиентов? То есть продукты, крутые. Окей, у нас есть на самом деле 3 канала привлечения лидов, назовем это так. Первый – это вот мы сами можем прийти к лиду в гости, что мы успешно делаем уже там долгое время, вот как мы там в Майами виделись, потом в Нью-Йорке, то есть мы часто ездим в Штаты, часто встречаемся с компаниями, с клиентами и, скажем так, в ходе общения находим какие-то узкие места, где мы можем с помощью IT-инструментов им посодействовать в развитии бизнеса. Второе – это конкретно маркетинг. У нас есть достаточно большой департамент маркетинга, и мы делаем SEO, SMM, рассылки и все остальное, что связано с маркетингом. Плюс мы довольно-таки серьезный большой бренд. Везом уже 23 года, и уже много отзывов о нас, много контента, много рейтингов. То есть это все привлекает к нам. Работанная репутация такая. Да, большая уже такая репутация. И плюс 3 канал – это наши рекомендации. У нас так складывается, что один довольный клиент приводит еще нескольких лидов, с которыми мы завязываем взаимоотношения. И вот так мы эту цепочку из лидов выстраиваем уже на протяжении долгого периода времени. То есть обычно проект, который мы сделали, сдали, запустили, и клиент доволен, он потом банально в бане показывает своим друзьям и говорит: смотрите, какое у меня крутое мобильное приложение, и дальше к нам приходят и говорят: хочу так же, как у него, только лучше. Эта схема работает всегда. Наши тоже обычно приходят такие: у вас, вы же ведете Тимура, вот, вы же ведете, да, мы, вот нам так же, нам точно так же, мы тоже так хотим. Это классика, это классическая схема. Вы вот как агентство, вы именно в траковую индустрию в одну точечку бьете, или же у вас есть некая сегментация, там, траковый бизнес, другие бизнесы, то есть вы... У нас сегментация, конечно, есть, да. То есть наша система, мы как бы узкоспециализируем специалистов, и те ребята, которые работают непосредственно с тракингом, они не будут работать с real estate, то есть там своя команда. Это для того, чтобы человек по максимуму погрузился именно в это и был там профессионалом. Это очень важно. Как думаешь, куда будет двигаться рынок сейчас, вот в 2023-2024 году? Будет ли еще падение? Насколько глубокое оно будет? Или все-таки будет какой-то рост? Какие прогнозы ты видишь? Как профессионал не могу делать такие заявления, потому что я не являюсь аналитиком. Но исходя из того, что я читаю, смотрю там по новостям, то, что люди непосредственно, те, кто занимается аналитикой, вещают, то 24-й они обещают все-таки год подъема. То есть как бы трекингу надо выжить в 23-м, отсеяться максимальное количество, то есть компаний, которые не переживут этот год, то есть банкротство, закрытие и так далее. И, соответственно, с 24-го уже пойдет подъем, хотя бы из-за того, что конкуренция станет меньше. Пессимисты с рынка уйдут, оптимисты на рынке останутся, и
мы будем двигаться вперед, развивая траковый бизнес как с IT точки зрения, так и с точки зрения маркетинга, привлечения водителей и, в принципе, позиционирования на этом рынке.